Когда вы покупаете пакетный тур, обычно на следующий день после прилета у вас запланирована встреча с гидом, который предложит вам экскурсии и, как правило, дороже, чем покупать у местных. Но в нашем случае отель находился в таком отдаленном месте, что там никто даже не предлагал никаких туров. И поэтому мы были перед выбором: взять экскурсию у туроператора, арендовать машину или же купить туры в самом отеле. Мы решили начать с 2 экскурсий от отеля, а потом уже думать о машине и других вариантах. Итак, как это было? За вами приезжает такси, и водитель везет вас по списку мест, которые вы оплатили. Первая экскурсия у нас включала посещение Порт-Луи, ботанический сад Памплемус, церковь Кап-Малёре и купание с черепахами на пляже Троа-Биш. Гид по дороге рассказывал нам о местных традициях, истории и экономике. Мы сейчас находимся в столице Маврикия, Порт-Луи. Порт-Луи – это не просто столица, а культурный экономический центр Маврикия. Город был назван в честь короля Франции Людовика XV и имеет интересную колониальную историю. Прогуливаясь по шумным улицам и рынку, мы погружались в этот микс культур, где переплетаются индийские, африканские и европейские корни. Я не могу сказать, что за 2 часа мы глубоко познакомились с городом, но его атмосферу мы почувствовали шумно, людно и чем-то напоминает Индию. Следующей остановкой был ботанический сад Памплемус. Он был основан в 1770 году и является одним из старейших тропических садов в мире. Здесь растут гигантские кувшинки, диаметром которых может достигать до 3 метров. А некоторые из деревьев были посажены еще при французском губернаторе. Для любителей зелени и тропической природы, как я, это было настоящее наслаждение. После этого нас повезли на обед в местное кафе, где мы заказали лобстера. Кстати, Маврикий славится своими морепродуктами, и лобстер здесь действительно стоит попробовать, особенно если ваш отель не предлагает такой роскоши. День завершился купанием с черепахами на пляже Троа-Биш. Вы можете арендовать лодку с прозрачным дном и увидеть этих величественных созданий под водой. К слову, морские черепахи на Маврикии охраняются законом, так что их можно только наблюдать, не причиняя вреда. На обратной дороге мы заехали еще в церковь Кап-Малёре, и хотя она меня особо не впечатлила, для местных жителей это важное место. Церковь выделяется ярко-красной крышей и популярное место для свадебных церемоний и фотосессий, благодаря своему живописному виду на океан.